Загадочные археологические находки, тайны древних цивилизаций, которые меняют наше представление о прошлом. Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в захватывающее путешествие по самым загадочным археологическим находкам нашей планеты. Эти древние артефакты, мегалиты и руины заставляют ученых ломать голову, а энтузиастов строить самые смелые теории. От массивных каменных голов в джунглях Мексики до таинственных резных карт в Шри-Ланке, каждое из этих мест скрывает историю, которая может перевернуть наше понимание прошлого. Были ли древние цивилизации мастерами технологий, о которых мы даже не подозреваем? Или, может быть, они получали помощь с небес? Давайте разберемся, шаг за шагом, и попробуем взглянуть на эти загадки с разных сторон. От научных гипотез до самых фантастических предположений. Погнали! Начнем с Сакуала-Чакрия на Шри-Ланке, одного из самых интригующих археологических объектов в мире. Эта резьба, высеченная на скале в районе Ранмасу-Уяна, представляет собой сложный узор из концентрических кругов, линий и символов. На первый взгляд она напоминает мандалу или декоративный орнамент, но местные легенды и некоторые исследователи приписывают ей куда более грандиозное значение. Считается, что Сакуала-Чакрия – это либо древний астрономический календарь, либо чертеж некой технологии. А самые смелые умы даже называют ее «звездными вратами», порталом, через который древние боги или инопланетные существа могли перемещаться между мирами. Что делает эту резьбу такой особенной? Во-первых, ее геометрическая точность. Концентрические круги идеально выверены, а линии проведены с математической точностью, что заставляет задуматься, как мастера, жившие тысячи лет назад, могли создать такое без современных инструментов. Некоторые ученые предполагают, что это карта звездного неба, связанная с созвездиями или циклами Солнца и Луны. Другие видят в ней схему некоего устройства, возможно, для навигации или даже для связи с космосом. Интересно, что в местных преданиях говорится о вратах, которые использовали боги для путешествий в другие миры. Неужели это просто миф? Или за легендой скрывается что-то большее? Альтернативные исследователи, такие как Эрих фон Дäniken, идут еще дальше, утверждая, что Сакуала-Чакрия – это доказательство контакта с внеземными цивилизациями. Они указывают на ее сходство с другими древними космическими символами, например, с кругами на полях или с резьбой в храмах майя. Но скептики возражают, зачем инопланетянам оставлять такие сложные схемы на камне? И почему именно в Шри-Ланке? Научное сообщество склоняется к тому, что это все-таки астрономический инструмент, созданный высокоразвитой местной культурой. Однако точного ответа нет, и Сакуала-Чакрия продолжает будоражить умы. Теперь перенесемся на другой конец света, в Новую Зеландию, где в густых лесах заповедника Кайманава была обнаружена так называемая «стена Кайманава». Это массивная структура из прямоугольных каменных блоков, каждый из которых достигает метра в высоту и 2 метров в длину. Впервые ее заметили в 1990-х годах, когда дожди размыли почву, обнажив часть стены. И с тех пор она стала предметом жарких споров. Официальная наука считает, что это природное образование – результат вулканической активности, ведь стена находится недалеко от озера Таупо, которое образовалось в кратере древнего вулкана. Геологи говорят, что такие ровные трещины в камне могут возникать естественным путем, когда лава остывает и сжимается. Но вот что странно. Блоки стены выглядят слишком уж аккуратно, почти как рукотворная кладка. Их поверхность гладкая, а стыки между ними настолько ровные, что напоминают работу мастеров. Альтернативные исследователи, конечно, не согласны с геологами. Они утверждают, что стена – это остатки древней цивилизации, существовавшей в Новой Зеландии задолго до прихода маори. Некоторые даже связывают ее с легендами о затонувшем континенте Му или Лемурии, который якобы находился в Тихом океане. Проблема в том, что археологические данные не подтверждают существование развитых культур в этом регионе до маори, которые прибыли сюда около 1000 лет назад. Но если стена – дело рук человека, кто ее построил? И зачем? Для защиты? Для ритуалов? Или это часть какого-то гигантского комплекса, который еще предстоит найти? Интересный факт. Подобные структуры встречаются и в других частях света, например, мегалиты на острове Тонга или стены в Микронезии. Это наводит на мысль, что, возможно, древние мореплаватели обладали знаниями, которые мы недооцениваем. Но пока стена Кайманава остается загадкой,
И ее происхождение – это поле для бесконечных споров между учеными и энтузиастами. Теперь отправимся в Камбоджу, в сердце древней империи кхмеров, где находится знаменитый Ангкор – комплекс храмов, который поражает воображение. Но в последние десятилетия, благодаря технологии лидара, сканированию местности с помощью лазеров, ученые сделали открытия, которые перевернули наше представление об этой цивилизации. Под густыми джунглями были обнаружены скрытые города, дороги, каналы и сложнейшие системы водоснабжения, которые свидетельствуют о невероятном уровне инженерного мастерства. Ангкор-Ват – это, конечно, главная жемчужина, но лидар показал, что он был лишь частью огромного мегаполиса. Представьте, сеть дорог, простирающаяся на десятки километров, искусственные водоемы размером с небольшие озера и храмы, разбросанные по всей территории. Один из самых впечатляющих объектов – Западный Барай, гигантское водохранилище размером 8 на 2 километра. Его границы настолько точны, что современные инженеры до сих пор не могут понять, как кхмеры, не имея техники, смогли вырыть и выровнять такой водоем. А ведь он был не просто резервуаром воды. Это была сложная гидравлическая система, которая обеспечивала город водой даже в сезон засухи. Что еще удивляет? Планировка Ангкора. Храмы и города выстроены с астрономической точностью, ориентированы по сторонам света и, возможно, связаны с движением звезд. Например, храм Пном-Бахенг, как считается, был спроектирован так, чтобы отражать созвездие дракона. Это наводит на мысль, что кхмеры обладали глубокими знаниями астрономии, которые могли использовать не только для ритуалов, но и для управления сельским хозяйством. Но вот загадка. Почему такая развитая цивилизация, способная строить подобные системы, внезапно пришла в упадок? Ученые говорят о климатических изменениях, войнах и перенаселении, но некоторые исследователи предполагают, что кхмеры могли столкнуться с чем-то большим, например, с потерей знаний, которые обеспечивали их успех. А есть и те, кто видит в Ангкоре следы внеземного влияния, указывая на сложность конструкций и астрономическую символику. Конечно, это спорно, но такие теории заставляют задуматься. Могли ли кхмеры унаследовать свои знания от более древней цивилизации? Теперь переместимся в Мексику, к цивилизации ольмеков, чьи гигантские каменные головы стали настоящей археологической сенсацией. Эти колоссальные скульптуры, высеченные из базальта, весят от 6 до 50 тонн и достигают 3 метров в высоту. Их нашли в джунглях штатов Веракрус и Табаско, и до сих пор они вызывают больше вопросов, чем ответов. Ольмеки жили примерно с 1400 по 400 год до нашей эры и считаются одной из первых развитых культур Мезоамерики. Их головы, вероятно, изображали правителей или богов, но что делает их такими загадочными? Во-первых, черты лиц. Они отличаются от типичных черт коренных народов региона: широкие носы, полные губы и шлемообразные головные уборы. Некоторые исследователи даже предполагают, что это свидетельство контактов с Африкой или другими далекими культурами. Хотя эта теория не имеет твердых доказательств, она все равно будоражит умы. Во-вторых, технология. Базальт, из которого сделаны головы, добывали в горах, расположенных в десятках километров от мест, где их устанавливали. Как ольмеки, не имея колеса и металлических инструментов, транспортировали эти многотонные глыбы через джунгли и реки? И как они добивались такой точности в обработке камня? Некоторые энтузиасты идут дальше и связывают ольмеков с мифической Атлантидой или даже с инопланетянами, утверждая, что такие скульптуры могли быть созданы только с помощью передовых технологий. Но есть и более приземленные гипотезы. Ольмеки были мастерами организации труда. Они могли использовать плоты, канаты и тысячи рабочих, чтобы перемещать камни. А их искусство, возможно, было способом укреплять власть правителей, показывая их божественную силу. Однако загадка остается. Почему ольмеки исчезли, оставив после себя эти молчаливые каменные лица? И что они хотели нам сказать? Теперь отправимся в Перу, к Саксайуаман, гигантской цитадели, которая возвышается над городом Куско. Эта крепость, построенная инками или, возможно, их предшественниками, поражает воображение своими мегалитами. Некоторые камни весят более 100 тонн, а их подгонка настолько точна, что между ними не проходит даже лезвие ножа. Перуанский историк Гарсиласо де ла Вега писал, что эти глыбы внушают ужас своей величиной и тем, как они были обработаны.
Что делает Саксайуаман таким загадочным? Во-первых, технология. Инки, как считается, не знали колеса и металлических инструментов, но каким-то образом они вырезали, транспортировали и устанавливали эти камни с ювелирной точностью. Некоторые блоки имеют сложные формы, словно их выливали в формы, а не вырезали. Это породило теории о том, что строители использовали некие химические вещества для размягчения камня или даже лазероподобные инструменты. Конечно, ученые такие идеи отвергают, но объяснения вроде «все делалось вручную» звучат не менее фантастично. Во-вторых, назначение. Саксайуаман называют крепостью, но некоторые исследователи считают, что это был церемониальный центр или даже обсерватория. Камни ориентированы так, что в определенные дни года лучи солнца создают удивительные световые эффекты. А еще есть гипотеза, что Саксайуаман – лишь часть огромного комплекса, большая часть которого была разрушена или похоронена под лавинами. Альтернативные исследователи, конечно, не обходят стороной инопланетную теорию. Они указывают на сходство мегалитов Саксайуаман с другими загадочными постройками, вроде Баальбека в Ливане. Но даже без внеземных гипотез ясно одно – создатели Саксайуаман обладали знаниями, которые мы пока не можем полностью понять. И, наконец, отправимся в Индонезию, в долину Бада, где разбросаны таинственные мегалиты и каменные статуи. Эти объекты, возраст которых оценивается в тысячи лет, выглядят как нечто среднее между человеческими фигурами и абстрактными формами. Некоторые из них достигают 2 метров в высоту, а рядом находятся каменные сосуды, назначение которых остается загадкой. Что делает долину Бада такой особенной? Во-первых, ее изолированность. Долина находится в труднодоступной местности на острове Сулавеси, и до сих пор о ней знают немногие. Во-вторых, отсутствие письменных источников. Мы не знаем, кто создал эти статуи, для чего они предназначались и как их вырезали. Местные легенды говорят о том, что мегалиты – это окаменевшие люди или стражи духовного мира, но это лишь мифы. Ученые предполагают, что статуи могли быть связаны с погребальными ритуалами или культом предков, но их стиль не похож на другие индонезийские культуры. Некоторые исследователи даже сравнивают их с мегалитами Южной Америки, что наводит на мысль о возможных контактах между континентами в далеком прошлом. А есть и те, кто видит в долине Бада следы доисторической цивилизации, которая обладала передовыми технологиями. Интересный факт. В долине Бада нет следов поселений или инструментов, которые могли бы объяснить создание этих мегалитов. Это как будто кто-то просто пришел, вырезал статуи и исчез. Неудивительно, что некоторые энтузиасты связывают их с инопланетным вмешательством. Но даже без таких теорий ясно, что долина Бада – это окно в мир, о котором мы почти ничего не знаем. Итак, что объединяет все эти находки? Во-первых, их масштаб и сложность. Будь то идеально подогнанные камни Саксайуаман, гидравлические системы Анкора или геометрическая точность Сакуала-Чакрия. Все это говорит о том, что древние народы обладали знаниями, которые мы, возможно, недооцениваем. Во-вторых, загадочность. Ни одна из этих находок не имеет однозначного объяснения, и каждая из них порождает больше вопросов, чем ответов. Теперь давайте подумаем аналитически. Есть 3 основные версии, которые пытаются объяснить эти феномены. Первая – это выдающиеся способности человека. Возможно, древние цивилизации были мастерами организации, математики и инженерии. Они могли использовать простые инструменты, но с невероятной точностью, опираясь на коллективный труд и передаваемые из поколения в поколение знания. Вторая версия – утраченные технологии. Некоторые исследователи считают, что в прошлом существовали цивилизации, которые владели секретами, потерянными из-за катаклизмов, войн или культурного упадка. И третья, конечно, внеземная гипотеза. Она звучит фантастично, но нельзя отрицать, что некоторые артефакты, например, идеально вырезанные мегалиты или астрономические карты, выглядят так, будто их создали с помощью технологий, недоступных в те времена. Но вот что интересно. Даже если мы отбросим инопланетные теории, остается вопрос, почему так много древних культур по всему миру создавали похожие мегалиты, ориентированные на звезды? От Стоунхенджа до Анкора, от Ольмеков до долины Бада, везде мы видим следы глубокого понимания космоса. Может быть, человечество в прошлом было гораздо ближе к звездам, чем мы думаем. Или, возможно, все эти цивилизации унаследовали знания от одного источника – некой процивилизации, которая исчезла в глубине времен.
В заключение хочу сказать, что эти археологические загадки — это не просто камни и руины. Это вызов нашему воображению и нашему пониманию истории. Они напоминают нам, что прошлое полно тайн, и, возможно, мы еще только начинаем раскрывать их. Что вы думаете? Были ли древние народы гениальными инженерами, хранителями утраченных технологий или, может быть, учениками звездных гостей? Напишите в комментариях, какая из этих находок вас впечатлила больше всего, и давайте продолжим это обсуждение. Если вам понравилось это путешествие в мир загадок, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Впереди нас ждет еще больше тайн и открытий. До встречи в следующем видео.